И всем привет, с вами Игорь, это канал Black Horse Play. Мы продолжаем серию гайдов по Weekend Rise. В этой серии мы разберемся с ездовыми питомцами. Каких качать, какие части тела ставить, какие умения прокачивать и ставить зверям. А также хочу порекомендовать свое королевство и свое племя. Приглашаю в активное, интересное и сплоченное королевство, у которого цель это получать удовольствие от игры и сражаться. Сражаться независимо, побеждаем мы или проигрываем, даже если в полном окружении и одни, как берсерки, пока не закончатся силы. Королевство выделяется своим стратегическим мышлением, настойчивостью, обучением и помощью игрокам стать сильнее. У королевства с начала руин боги войны. Несмотря на то, что сетка руин у королевства очень сильная и славится очень сильными и знаменитыми королевствами. Есть своя база знаний по каждому событию и инструкции, как выполнять, чтобы получить максимальную выгоду. Знания о всех героях, команда, которая постоянно тестирует новых и старых героев. Умения и лучшие результаты записываются и опубликовываются для своих игроков. Если у тебя фермерское королевство, а ты хочешь сражений, если ты на новом сервере и он тебе не нравится, мигрируйте или создавайте новый аккаунт на 60-м королевстве. С новыми аккаунтами вы очень быстро сможете догнать свои старые аккаунты за счет знаний и помощи от королевства. А также у нас контролируемое управление викингов, в которое вы сможете получить новых героев, не вкладывая много ресурсов или денег. Итак, продолжим наш гайд. Заходим в загон. Тут, я думаю, многие уже разобрались. Призываем здесь ездовых питомцев. Копим здесь очень много энергии, желательно 2-3 миллиона. И потом все пытаемся использовать, чтобы выпить золотого. Так больше шанс, что вам выпадет золотой зверь. Но не все звери нужны, не все звери важны, как говорится. Для отрядов нужны определенные звери и определенные статистики на них. Например, пикинеры. Для пикинеров важны статистика, это атака и защита. Так что нужно выбивать обязательно таких зверей на атаку, и чтобы был главный стат, это защита. А также, чтобы все основные статы, если вам выпал зверь на защиту, то все его части должны быть на защиту. Но это лично мое мнение. И сборки зверей это атака. Атака для атакующих ралли, да и для контратаки. Также универсальная это атака плюс защита. И для ралли, и для танковых отрядов это защита-защита. Для донатеров лучше выбрать защита-защита, если вы ралли-дилер. Можно атака. А для средних игроков рекомендую выбрать атака плюс защита. Лучники. Лучники, они должны наносить максимальный урон. Так что здесь тоже главное это атака. Или, если вы средний игрок, еще атака и защита. Для тех, кто донатит, рекомендую поставить атака. Для средних игроков атака-защита. Это универсальная атака-защита, она может поставиться и для тех, кто донатит, чтобы лучники не так сильно умирали. Пехота. Пехота это базовая атака, они также более универсальные, более живучие, так что для них тоже нужны звери на атаку и защиту. Универсальная это, как всегда, атака-защита. Для тех, кто донатит, можно использовать атака-атака, атака-защита. Но как же все-таки быстро прокачать зверя до 40%? Собираем отточку. Чем больше, тем лучше. Можете насобирать направлений или на каких-нибудь ивентах, которые вас интересуют, вы будете их использовать. Лучше всего и быстрее всего это использовать отточку только на золотые части. На зверя лучше использовать 1100-1200 максимум. То есть его статистика 1100-1200. Дальше будет очень дорого. И переходить на части по 700, по 800. Сейчас второго зверя покажу. Он более наглядно прокачан до 40%. И вложено было в него минимум отточки. 1200 на зверя. И по 700, по 800 части.
Так вы потратите меньше времени и быстрее разовьете зверя до 40%, а также потратите намного меньше от точки. Элементарное улучшение. Когда вы достигаете общую способность 2000, вам открываются элементарные улучшения. Это улучшения, которые открывают умения вашим ездовым питомцам. Чтобы его прокачать, нужно использовать ненужные части, то есть вы разбираете зверей из фиолетовых, синих, зеленых, некоторых золотых и тратите сюда. Золотые можно использовать на ОЗ или те, которые вам вот 100% не нужны, если вы собрали полностью себе отряд ездовых питомцев, то есть на атаку, на защиту полностью с золотыми частями, и вам атака больше не понадобится, можно ее также использовать сюда. А так я использую ОЗ и все фиолетовые и ниже ранговые части, тем самым прокачивая умения. Также отдельно есть такие вот красные бутылечки, которые тоже собираются с разных событий. Они тоже прокачивают элементарное улучшение. Они тоже прокачивают уровень элемента. Чем выше уровень элемента, тем выше вы сможете поднять уровень умения этого ездового скакуна. А на 10 уровне элемента откроется второе умение с более лучшими умениями, которые можно сюда поставить. Какие же умения нужно на разных ездовых питомцев? Итак, давайте с этим разбираться. Элементарные умения. Есть первый слот умения, а есть второй слот умения. Выпадают золотые от первого уровня звезд до 6. Шестизвездочные падают очень редко. И их можно также настроить, чтобы они падали вам только нужные. Я сейчас покажу как. Заходите в список желаний и выбираете то, что вам нужно, чтобы выпало. После выбора всех желаемых умений скакуна, уровень умения 5-6 звезд, изученные скакуном, преобразуется именно гарантированно будет одним из этих списка желаемых. А какие же списки желаемых надо ставить? Первый слот. Умения на пикинеров. Первый слот лучше всего подойдет для тех, кто не донатит. Это удар клешней. Когда развернутое войско получает базовую атаку, то есть когда вас бьют, есть 15% шанс нанести прямой урон. По цели один раз, срабатывает до одного раза каждые 4 секунды. Очень хорошее умение первого слота. Для тех, кто донатит или у тех, у кого очень живучий отряд пик, и он может выдерживать много отрядов на себе, рекомендую использовать клыки возмездия. Когда развернутые войска получают базовую атаку, есть 15% шанс увеличить урон от контратаки на 150% в течение 2 секунд. Срабатывает каждые 4 секунды. То есть через каждые 2 секунды будет срабатывать. Это умение, как я и говорил, больше подойдет тем, кто сможет держать на себе большее количество отрядов противника. Также можно использовать такое умение, как непробиваемая чешуя. Это умение уступает первым двум, но тоже имеет место быть. Когда развернутые войска получают базовую атаку, есть 15% шанс снизить получаемый развернутым войском урон на 12,5% в течение 2 секунд. Срабатывает также один раз каждые 4 секунды. То есть по вам будет бить меньше урона. Любыми умениями, контратакой и базовой атакой. Но это, как я и повторюсь, умение самое худшее из всех этих трех. Второй слот. Второй слот больше всего мне нравится. Это лунный вой. Когда развернутые войска получают базовую атаку, есть 15% шанс нанести прямой урон. По цели один раз, если развернутое войско имеет щит, то есть вы имеете щит, то наносимый урон увеличивается. Срабатывает один раз каждые 4 секунды. Очень хорошее умение, которое мне очень понравилось. Также можно такое умение использовать, как напев доспехов. Когда развернутое войско получает базовую атаку, есть 15% шанс нанести также урон по цели. Если развернутые войска имеют щит, то развернутое войско будет получать на 40% меньше урона в течение 1 секунды. Срабатывает до 1 раза каждые 4 секунды. Это умение хуже, чем лунный вой, по моему субъективному мнению. Но оно на втором месте из всех этих умений. И стальная чешуя.
Когда развернутые войска получают базовую атаку, есть 15% шанс нанести урон по цели. Если у развернутого войска меньше юнитов, чем у цели, то есть у вас меньше войск, чем у цели, допустим, половина уже умерла, то развернутые войска получают щит на 2 секунды. Срабатывает один раз каждые 4 секунды. Если ставить по приоритетам, то лунный вой будет на первом месте, на втором стальная чешуя и на третьем уже напев доспехов. И переходим к лучникам. Первый слот. В первом слоту только 2 умения заслуживают внимания. Это калечащий удар. При входе в бой каждые 6 секунд наносится прямой урон цели. Просто наносит урон и все. И боль и ярость. Когда развернутые войска при входе в бой каждые 6 секунд восстанавливают 155 ярости развернутому войску. Лучники должны наносить урон, а также самые лучшие сборки, одни из самых лучших сборок сейчас это на набор ярость. Чем больше ярости, тем быстрее срабатывают активные умения. Или фактор урона, или восстановление ярости. Второй слот. Второй слот, он больше разделен умения на урон от горения и урон от отравления, а также универсальные, которые работают и там, и там. Звери качаются очень долго, так что разделять их на отравление или горение, мне кажется, не очень корректно, потому что лучники всегда меняют свою мету, появляются новые лучники, кто-то на горение, кто-то на отравление, так что лучше выбирать что-то универсальное. Поэтому я выбрал токсичный шип. При входе в бой, если у развернутого войска меньше 50% юнитов, то есть у вас уже умирает отряд, то накладывается на цель эффект отравления, нанося непрерывный урон каждые 6 секунд в течение 2 секунд. Если у развернутого войска больше 50% юнитов, то развернутые войска получают исцеление. То есть отряд будет больше жить, а если он умирает, то он будет наносить урон. Следующее умение это влияние яда. При входе в бой каждые 6 секунд восстанавливает 100 ярости развернутому войску, нанося прямой урон цели, коэффициент урона 500. Если цель отравлена, то развернутые войска получают исцеление. Это больше на отравление, но все же оно более универсально, оно восстанавливает ярость и наносит урон. И если еще есть отравление, то исцеляет. Очень хорошее умение, лучше, чем токсичный шип. И одно из самых лучших умений это дыхание ворона. При входе в бой каждые 6 секунд восстанавливает 100 ярости развернутому войску. Если у развернутого войска больше юнитов, чем у цели, то щит цели уничтожается и урон развернутого войска увеличивается на 25% в течение 2 секунд. Они стоят на одной ступени. Один уничтожает щит, то есть это против пикинеров, а один это универсальный, который будет и восстанавливать ярость, и наносить урон, и исцелять. Какой вариант вам выбирать? Выбирайте сами. Щит используется также и у пехоты, и у пикинеров, так что это тоже более универсальное умение. Одни из этих 2 умений, оно из самых лучших. Токсичный шип, он самый худший из них. И переходим к пехоте. Первый слот. Первое умение, которое стоит выбрать и обратить внимание, это жалящий язык. Когда развернутое войско совершает базовую атаку, есть 15% шанс нанести прямой урон цели. Коэффициент урона 865. Просто наносит урон. Следующее это душа ярости. Когда развернутое войско совершает базовую атаку, есть 15% шанс восстановить 180 ярости. Пехота тоже использует ярости и многие таланты у него на быстрое срабатывание активных умений, а для этого нужна ярость. Многие сборки пехоты также используют умения ярости, и вот такой вот талант, как на набор ярости, тоже имеет место быть. Оно на 2-м месте после жалящий язык и дробящие кости челюсть. Когда развернутое войско совершает базовую атаку, есть 15% шанс увеличить урон от базовых атак развернутых войск на 215% в течение 2 секунд. Это тоже очень хорошее умение, больше подойдет для тех, кто донатит,
Если у вас хорошая пехота, прокачанная на максимум, то это умение усилит урон каждую секунду. Базовая атака — это урон каждую секунду. Оно стоит на месте с жалящим языком. Среднему игроку, я думаю, стоит выбрать жалящий язык или душа ярости, в зависимости от того, какие у вас герои, и на добор ярости вы используете, какой стиль у вас игры. Это более универсальный, это для подгероев, тех, которые ориентированы на набор ярости. И второй слот. Первое умение — атака кровокрыла. Когда развернутое войско совершает базовую атаку, есть 15% шанс нанести прямой урон цели. Если у цели есть кровотечение, то наносимый урон увеличивается до 1350. Если у цели нет кровотечения, то на нее накладывается эффект разрушения, который запрещает базовую атаку. И молчание, которое запрещает активное умение на 2 секунды. Хорошее умение, универсальное под каждый вид пехоты. Следующее умение — божественный трепет. Когда развернутое войско совершает базовую атаку, есть 15% шанс вызвать очищение отрицательных эффектов с войска, а также нанести прямой урон цели 1200. Если у развернутого войска больше юнитов, чем у цели, то есть у вас больше юнитов, чем у врага, то наносимый урон увеличится до 1600, и на цель будет наложен эффект молчания на 2 секунды. Это очень хорошее умение, которое даст выживаемость вашему отряду, а также нанесет урон и запретит использовать активное умение. Следующее умение — это ледяные доспехи. Если у развернутого войска больше 50% юнитов, то когда оно совершает базовую атаку, есть 15% шанс наложить на цель эффект кровотечения, который нанесет 1000 единиц урона в течение 2 секунд. То есть каждую секунду по 1000 — это 2000 урона. Если у развернутого войска меньше 50% юнитов, то есть у вас умирает отряд, есть 15% шанс, что развернутое войско получает щит. Очень хорошее умение тоже. Если сравнивать, какие умения лучше, то на первом месте я бы поставил божественный трепет. На втором месте я бы поставил одно из этих умений. Это или атака кровокрыла, или ледяные доспехи. Ледяные доспехи дадут вам урон и выживаемость. Атака кровокрыла даст вам и урон, и накладывает эффекты разоружения и молчания. А на этом наш гайд по ездовым питомцам подходит к концу. Подписывайся на канал, на паблик, на телеграм, ставь лайк, пиши комментарий, и всем до встречи в новых видео.